Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, как легко и просто в домашних условиях сделать хороший масштабный манекен. Итак, для его изготовления нам понадобится фельдс или фетр толщиной 1-2 мм. Также нам понадобится клеевая паутинка и тонкая нестрейчевая ткань. Все это мы должны склеить, приклеить с помощью паутинки ткань к фельдсу. Вот такая у нас получилась ткань для основы манекена. Она получилась мягкая, довольно пластичная, но в то же время она хорошо держит форму. Итак, мы выкраиваем все детали манекена. Обязательно ставим все надсечки. Все, я разметила выкройку. Посмотрите, сколько у меня получилось деталей в зеркальном отображении. Донышко. Обратите внимание на зеркальное отображение заглушки для плеча. Так, и вырезаем. Выкройка дана без припусков. Вырезаем как есть. Вот наши детали будущего манекена. И мы с вами сейчас посмотрим. Это у нас донышко. Это заглушечка для плеча. Это детали шеи и заглушка для шеи. Так, и теперь нам нужно для вот этих деталей сделать дублирование картоном. Картон у меня довольно плотный. Я выкраиваю выкройку основы манекена, основу каркаса, но я должна сделать из картона детали немного меньше, на 3 примерно миллиметра меньше по всем сторонам. Я могу воспользоваться лекалом для правильных линий. По всем сторонам я убираю 3 миллиметра. Вот таким образом. Также мы делаем из картона донышко. Также оно у нас уменьшено. И детали плечика. Только обратите внимание, что обязательно детали плечика у нас должны быть в зеркальном отображении. И заглушечку для шеи мы тоже делаем из картона, также уменьшая все детали. Вырезаем. Все, наши детали из картона готовы. Обратите внимание на левое и правое плечико, чтобы было выкроено у вас в зеркальном отображении. И теперь нам нужно с помощью двухстороннего скотча приклеить картон к ткани.
Проклеиваем картон полосками скотча. Снимаем защитный слой и приклеиваем к тканевой поверхности. Не к фельдсу, а к ткани. Выкройку из картона укладываем очень аккуратно, так чтобы припуски со всех сторон были одинаковые. Таким же образом проклеим все детальки. Переходим на машинку и будем сшивать детали нашего манекена швом зигзаг. Ширина зигзага у меня 5,5 мм, длина зигзага 1,5 мм. Начинаем сшивать со спинки. Очень важно положить ровно срезы, выровнять их. Закрепка обязательно в начале и конце шва. Опускаем иглу. И теперь, совмещая наши контрольные метки, мы будем стачивать наши детали в стык. Вот таким образом, продвигаясь от метки до метки, пальчиками сдвигая друг к дружке ткань, сшиваем наши детали. Смотрите, чтобы у вас не получался нахлёст, обязательно только в стык. Метки контрольные. И внизу детали также должны быть вровень. И обязательно внизу закрепка. Вот такая у нас получилась средняя часть спинки. Это лицевая сторона. Пришьем боковые части спинки. Будем начинать снизу. Очень ровно совмещаем срезы, закрепочка. И совмещая метки, сшиваем детали. Пальчиками контролируем. Так, одну боковую часть мы уже пришили. Вот так это выглядит. Пришиваем вторую. Начинаем тоже снизу. Закрепка. И совмещая контрольные метки, пришиваем деталь. Спинка у нас готова. Вот так она у нас выглядит. Она уже имеет перегибы, объемы. Далее приступаем к передней части манекена. Будем опять же двигаться снизу вверх. Все точно так же. Закрепка. Совмещаем метки. И сшиваем детали манекена. В районе груди будьте внимательны, не торопитесь. Совмещайте метки
И старайтесь, чтобы у вас не получился нахлёст деталей. Переходим к плечу. Контролируйте, чтобы срез плеча пришел вровень. Закрепочка. Мы сшили 2 детали. Смотрим, что у нас получилось, все ли хорошо. И таким же образом пришиваем вторую боковую часть переда. Начинаем снизу. Все готово. Смотрим. Все хорошо. Теперь мы можем пришить шею. Совмещаем вровень срезы в районе плеча. Делаем закрепочку. Не торопитесь. Деталь мелкая. Тут надо быть очень аккуратным. Обязательно совместите метку центр переда. И вот так вот потихонечку стачиваем детали в стык. Заканчивая строчку, смотрите, чтобы в районе плеча детали были на одном уровне. Все готово. Смотрим. Так, шею мы пришили к переду. И теперь таким же образом пришиваем шею к спинке. Теперь наша задача пришить вперед и спинку на каркас. Соединить с каркасом, чтобы наш манекен получил красивый объем. Будем сшивать вручную. Соединяем срезы. Начинаем снизу. Закрепляем ниточку. И начинаем сшивать таким образом, чтобы нитка не была сильно затянута. Для проверки, правильно ли вы сшиваете шовчик, вам нужно раздвинуть детали, разложить их и посмотреть. Вы должны уложить эти детали вровень. Вот такой воздушной, такой легкой должна быть ваша строчка, которую вы сшиваете. Это делается для того, чтобы когда наш манекен будет готов, и мы уже будем наполнять его синтепоном, в районе бока манекен оставался гладеньким. Так, одну сторону я пришила. Обратите внимание, очень воздушно пришито. Видите, есть слабинка, нитка не затянута. Вот так это выглядит. И теперь мы начинаем пришивать второй бочок, уравниваем срезы. Вот таким образом я пришиваю детали. Обязательно ориентируюсь на метки контрольные.
совмещаю их. Еще раз покажу, как я сшиваю детали. Вот, видите, у меня получается небольшой зазор между деталями при сшивании. Совмещаем метки. Продолжаем работу. Продолжаем шов до проймы. Вперед я пришила, и теперь буду пришивать спинку. Соединяю срезы. И таким же образом воздушно пришиваю к боку деталь. Совмещаю надсечки. Также наша деталь спинки пришита очень свободно. Видите, тоже у нас есть небольшой зазор между деталями. Так, продолжаем работу до проймы. Бока манекена сшиты, и нам нужно сшить плечевые швы по такому же принципу. Начинаем сшивать от верха, уравниваем срезы, закрепляем ниточку и сшиваем таким же воздушным швом. Закрепляем нитку в конце шва, пришиваем деталь спинки. Наш плечевой шов готов. Вот так он выглядит. Нитка у нас свободно расположена. Теперь берем заглушки для плечей, ориентируемся на метки: вперед спинка, вверх низ. Не перепутайте. И пришиваем наши детальки. Начинаем пришивать от метки плечо. Закрепляем ниточку. Попадаем иголочкой в метку и соединяем эти точки. Делаем несколько стежков и оставляем нитку.
Дальше продолжим работу с низа проймы. Находим меточку, метка бок на заглушке для плеча и соединяем ее с низом проймы на манекене. Один бочок у нас полностью готов. Берем вторую заглушку для плеча и, ориентируясь на надсечки, также ее пришиваем. Теперь наш манекенчик готов к тому, что мы его начнем заполнять синтепоном. Я нарезала полоски синтепона шириной около 15 сантиметров. И теперь постепенно мы будем наполнять наш манекен. Наполнять манекен синтепоном нужно очень тщательно, чтобы не оставалось пустот в районе плечей, в районе груди, в районе шеи, чтобы все эти места были очень хорошо заполнены. Хорошенько наполняем синтепоном область шеи. Очень плотно, чтобы там находился синтепон. И только после этого мы пришиваем заглушку. Теперь к манекену останется только пришить донышко, но если вы хотите, чтобы ваш манекен устанавливался на какую-то стойку, внутри него должна быть полость. И я придумала сделать эту полость из шприца. Берем наше донышко и нам нужно найти центр. Для этого соединяем наши контрольные метки, метки бока и метки спинка вперед. Таким образом мы находим центр нашего донышка. Но наш шприц будет находиться не по центру, поскольку у нас в центре находится перегородка. И мы его расположим ближе к переду, то есть отверстие нам нужно сделать от центра к переду. Нарисуем приблизительное отверстие. Вот здесь у нас будет отверстие для того, чтобы расположить шприц или любую другую трубочку, которую вы найдете. Центр круга. И теперь из этого центра мы будем делать
надрезы. Будьте осторожны. От центра делаем вот такие вот надсечки, для того, чтобы наш шприц мог войти в это отверстие. Все, у нас все получилось. Теперь мне нужно закрепить как-то этот шприц в донышке, для того, чтобы он в процессе использования манекена не выпадал. Я решила закрепить его лейкопластырем, но можно было это сделать и скотчем, и малярным скотчем. Вот так я хорошенечко наматываю для надежности. Наполняем дно манекена плотно. Заполняем синтепоном бока, чтобы бока были округлые, красивые. В передней части оставляем небольшое пространство для шприца, а спинку набиваем очень плотно. Располагаем правильно донышко к манекену, так, чтобы шприц у нас оказался в передней части манекена. Соединяем контрольные метки и зашиваем манекен. Вот такой у нас получился замечательный, мягкий, масштабный манекен. И нам для него нужно сшить чехол. Чехол я буду сшить из трикотажа. Вот он тянется в одном направлении чуть больше, в другом чуть меньше. Более сильное растяжение ткани у нас будет проходить поперек чехла. И мы приступаем к раскрою. Выкройка дана с припусками на швы. Если у вас хорошо тянущийся трикотаж, вы можете шить чехол с припуском 1 см. Если у вас не очень тянущийся трикотаж, то можете делать припуск 0,5 см. Теперь в нескольких местах закрепим иголками и будем шить на машинке по контуру. Я сшила чехол трикотажной растяжимой строчкой. Вы можете это сделать строчкой зигзаг. И теперь срезаем припуски, оставляя около 3 миллиметров. Теперь нам нужно померить наш чехол на манекен. Хорошенько расправляем чехол по манекену. Смотрим, что у нас остается внизу, есть ли лишняя ткань у чехла. У нас здесь еще будет проходить кулиска для резинки. Смотрим. Я думаю, что можно даже срезать 1 сантиметр лишней ткани. Я прошила швом зигзаг кулиску для резинки. Теперь измерим, сколько нам нужно длины резинки по самому широкому месту манекена. Я это делаю очень сильно натягивая резиночку. И еще делаем запас на шов
Вот так у нас будет расположена наша резинка. Берем булавочку и с помощью булавки вдеваем резинку в кулиску. Зашиваем резинку. Одеваем чехол на манекен, хорошо расправляя ткань. Теперь снимем мерки с манекена. Обхват груди 34,5. Обхват талии 26. Обхват бедер 35,5. Ширина груди 13. Ширина спины 14. Длина спины 15. Расстояние между центрами груди 7,2. Длина плеча 4,8. Умножайте эти мерки на 2,5, и вы получите натуральный размер манекена.